Изолента Лайф. Еще гости, руководитель «Спутник Сербия», Любенко Миленчич. У нас на экране мы видим и вроде слышим. Да, все, видим, слышим. Поехали. Что? Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Любенко. Здравствуйте. Как погода в Белграде? Лето. Лето уже? Лето уже. Сегодня, говорят, будет 20 градусов. Ничего себе. Да. У нас тоже тепло в Москве тут. Я не знаю, в Питере-то у вас что, Трофим, там тепло, нет? Ну, вчера было 12, сегодня обещают где-то до 14 градусов тепла. Ну, это тоже хорошо. У нас снег, и зиму обещают, воскресенье. Ну, давайте к делу, наверное, Любенко. Вот читаем цитаты из выступления президента вашего и выступления многих сербских политиков. Они все заявляют, что Сербия не присоединится к европейским, не знаю, санкциям. К санкциям-то ладно, а вот хотя даже к отношению европейскому отношению к русским, к русской культуре. Можете объяснить, почему так? Почему Сербия все никак не сделает правильный, в кавычках, европейский выбор? Но Сербия давно уже знает, насколько этот выбор правильный. Они сначала нам показывали, что правильно, что неправильно. Они бомбами нас воспитывали. И, конечно, мы отлично понимаем их мораль, и их законы, и все это, что они делают. Так что я первый раз за много лет слышу из уст политика, что мы должны думать о морали. Это говорил наш президент, когда объяснял, почему он не может и не хочет ввести санкции России. Потому что, я не знаю, кому это не видно, что происходит. Они хотят уничтожить Россию. Россию уже, и не только сегодняшнюю Россию, а просто и историческую, и культурную, и все. Я думаю, что буква «Р» следующая в абецеде не будет буквы «Р». Придумают что-то «З», но и «З» невозможно в Запад. «З» тоже нельзя. Тоже нельзя, да. Так что нам всем ясно, и кроме этого, конечно, наш президент отлично знает, как думает человек в Сербии. У нас 95% людей на стороне России. И даже Фрэнсис Фукуяма 2 дня назад или 3 дня, не знаю точно, написал какую-то статью про Россию, ужасную, отвратительную. Но там один абзац. Но Сербия, она прорусская. И сейчас я немножко похвастаюсь, благодаря спутнику. Вы можете подумать, в Сербии много американских телеканалов, пресса, часть прессы западная, и западная, и прозападная, один сайт спутника. И он поменял настроение 7 миллионов людей. Это действительно успех огромный. Это правда, но вот вы говорите же, что, смотрите, ведь есть действительно в Сербии разные представленные точки зрения. Есть прозападная, есть прямо западная, есть спутник, есть, не знаю, наверняка есть много сербских точек зрения, есть масса проблем. А почему мы-то все здесь жалуемся, что вот на нас влияли из-за рубежа, и поэтому мы теряем молодежь и так далее. Но Сербия сегодня небольшая страна, находящаяся в центре Европы. Можно только себе представить, какое давление западных ценностей, западного образа жизни, не знаю, обещаний там каких-то, не знаю, невиданных денег и чего угодно, только ведите себя правильно. Почему сербы все-таки, я, конечно, понимаю, что благодаря спутнику, но все-таки почему сербы все-таки вот выдерживают этот натиск, находясь, если не в кругу реальных там, хотя, может, и настоящих врагов в том числе, да, но находясь вот в окружении действительно информационной такой атаки, постоянной со всех сторон. Но Сербия давно поняла, что обещать не значит жениться. Они обещают и обещают и обещают, и никак этой свадьбы не случилось. Так что нам все понятно, мы все видим, мы все понимаем. У нас даже до этой бомбардировки молодые люди были в основном прозападные. И после этого я много лет жила в России и всегда думала, что да, у нас молодые люди прозападные. Когда я вернулась 7 лет назад, я удивилась. Совсем молодые люди, которым сегодня 20, может быть и 25, они все прорусские.
потому что просто глаза открылись. И все, мы знаем, у нас сегодня огромное давление Запада, и это не вопрос для нас, нам это хочется или не хочется, мы любим или не любим Россию. Запад нам угрожает, и мы сегодня уже видим один из этих способов, их попытки надавить на Сербию. У нас через 10 дней будут выборы. Каждый раз с тех пор, когда Косово провозгласила себя республикой, Сербии в Косово голосовали, им просто позволяли голосовать. Сейчас Сербии в Косово не могут голосовать. Конечно, это объясняется решением так называемого президента Косово, но он не самостоятельный человек, он не может такое решить. Ему американцы сказали, что вот сейчас покажем Сербии, как мы поступаем. И много раз, нам сейчас угрожает, здесь работает относительно много западных заводов, много людей работает на этих заводах, и нам говорят, что если вы не ведете санкции России, эти заводы все уйдут из Сербии. Так и есть много угроз, и я думаю, что президент очень тяжело решать, но у него выбора нет. Единственный правильный путь, он знает, какой он несколько раз сказал. У нас есть, кроме всех этих интересов, а они есть у каждого государства, у нас еще есть и мораль. А вот если говорить о морали, ну, все-таки еще раз, вот действительно очень интересно про молодежь. Но ведь, ну, скажем так, мораль Запада, она, ну, в общем, как-то простая и понятная. Это свобода, это либерализм, это возможности, это деньги, там, не знаю, вот это все. А что вы можете противопоставить? А мы вообще именно это противопоставляем, потому что этого на Западе нет. Они говорят вот так, а какая там свобода? Какая свобода? Мы сейчас говорим, раньше говорили, что у нас нет свободы прессы, вот невозможно делать вот это, невозможно приглашать в телеканал оппозиции и так дальше, и так дальше. Конечно, приглашали, но сейчас только русское слово нигде не видится, не слышится, не существует, только в Сербии. Только здесь можно и смотреть западный телеканал, русский спутник. К сожалению, только один спутник, ничего больше нет. Я очень надеюсь, что это изменится. Но в Сербии все возможно. Настоящая свобода слова в Сербии есть. И все безусловно. то, о чем вы говорили, у нас есть, а на Западе этого нет. И я надеюсь, что Запад это должен увидеть. Смотрите, действительно, извини, Трофим, может быть, ты хочешь вопрос задать, а то я так это с Любенькой люблю. Не-не-не, я пока слушаю, я потом. Смотрите, это ведь очень важная штука, потому что вот мы сейчас видим Украину, и вот вы говорите, обещать не значит жениться, а ведь Украина в роли такой невесты обманутой, она, ну, наверное, до сих пор живет. И ей обещали, из нее высасывали ресурсы, и они продали землю, и люди уезжают, и вот чего там только нет. И все это вот обещание, что мы вас, может быть, когда-нибудь, куда-нибудь примем, а может и не примем, а теперь выясняется, что и не примем. А когда дело дошло, то, в общем, вот давайте сами там разбирайтесь. И действительно мы сегодня видим, вот я не зря этот вопрос задал для себя, для меня он важный, потому что, наверное, вы абсолютно правы. И когда мы пытаемся сказать, у вас свобода, а у нас, значит, вот тут вот община. Или там у вас деньги, а мы, значит, вот тут будем, значит, нищие, но гордые. Ведь это неправда. И действительно их ценности сегодня мы видим. Частная собственность. Право на частную собственность отсутствует. У любого человека, любое государство при желании могут лишить, вернее, этого священного якобы на Западе права. Право на... Потому что по закону невозможно, по их закону невозможно сделать. Конечно. Свобода слова. Ну, что тут уже объяснять? Все понятно. Закрывают просто без суда, без ничего, просто решили и все. Во всех странах только соревнуются, кто первый. Дальше идем. Культура. Начинают вычищать культуру, да, начинают делать целый народ, огромный народ, русский народ, большой, который, безусловно, ну, скажем так, аккуратно, не последнее место занимает в мировой культуре. Начинают вычищать отсюда. То есть возвращаются к абсолютно нацистским каким-то, значит, вот системам поведения. И что этому противопоставить? Слушайте, вы блестяще действительно сказали. Противопоставить ровно то же самое. Настоящую свободу. Настоящую защиту частной собственности.
Вы, может быть, знаете, у нас тут есть, вернее, на Украине есть известный такой псевдожурналист, телеведущий, забавный очень персонаж и такой Гордон. Так вот, у Гордона здесь в Москве огромная собственность, огромная квартира, значит, у него рядом с Кремлем. Вот. И никто его не лишает этой собственности, несмотря ни на что. Да? То есть, вот право собственности за ним остается. Никто даже всерьез это не обсуждает, потому что, в общем, нету какого-то такого позыва общественного. Извините за долгий такой монолог. Вы человек глубокий, мудрый, опытный. Нет, хорошо понимающий действительно и историю, и культуру российскую, большой специалист в этом вопросе. Как вы считаете, что будущее нам готовит с точки зрения российской культуры и ее места в мире? Останется ли она в границах России и двинется в Китай, или все-таки западный мир как-то сохранит, не знаю, некоторое количество книг Толстого и Чехова? Вы знаете, я много книг переводила с русского языка. Между прочим, книгу Георгия Владимирова «Генерал и его армия». И он там говорит и то, как генерал Гудериан, он, я думаю, что вы все знаете, кто он, танкист известный. Да. И он сидит в Туле, потом в Ясной Поляне, и смотрит на библиотеку Толстого. И берет какую-то книгу и читает Анну Каренину, «Войну и мир», и видит, как там беженцы уезжают, и там графиня все свое богатство дарит кому-то. Вот это вам, сидит она в карете и дарит все, что у нее есть. И он смотрит и говорит, вот, такой народ победить невозможно. Русский народ победить невозможно. Русскую культуру, историю стереть с истории, с лица земли невозможно. Сегодня этот Запад так видит, потому что ему навязывают какое-то мнение. Но они не глупые, они не вчера родились, они завтра будут жить. Конечно, они знают. Как вы думаете, что никогда ничего не читали? Разве те, которые сегодня бросают или даже сжигают русские книги, они их никогда не прочитали? Проснутся они из этого. Будет тяжело. Да, тяжело русский будет. А когда было легко? Вы лучше меня знаете, через что проходила Россия, до этого СССР, царская Россия и все остальное. Народу в России всегда было тяжело, как и сербскому народу. Так что мир прорвемся. Никаких сомнений. Слушайте, а вот вы живете, ну вы все-таки более чем мы, скажем так, европейцы, вы живете в Европе, вы видите этих людей, они живут с вами в соседних странах. Что вдруг на них нашло-то на всех? Почему они действительно на перегонки, как будто с цепи сорвались, как будто их выпустили? Вот ощущение такое, что, знаете, как... Ну, я обобщаю, конечно, есть разные люди, понятно, да, люди совершенно есть прекрасные, думающие и так далее. Ну, наверное, имею в виду больше государства и политиков. Такое ощущение, что их держали как какую-то стаю, значит, диких павианов в какой-то клетке. Вот, а тут вот открыли дверь, кинули какой-то банан и сказали, что можно. И вот они на перегонки вырвались все, соревнуясь в ненависти. Я даже могу понять ненависть к руководству России, ладно. Но к русскому, ко всему, к русским людям, к русскоязычным людям, которые живут в этих странах. Там же доходит до того, что школы какие-то выпускают, значит, эти самые меморандумы, там, вплоть до того, что слухи ходят, что в поликлиниках там первые дни отказывались обслуживать. Ну и вот это все. Откуда это в европейцах? Ведь что, мало разве им было опыта середины прошлого века в этом смысле? Этот опыт, конечно, надо, когда говорим о опыте, надо думать, на какой стране они были. Вот эти все европейцы, с кем они, против кого они боролись. И когда они стали освободителями, тогда, когда их Россия освободила. Но почему? Я думаю, что есть ответ. Страх. Огромный страх, который Америка навязала всем. Германия, она вассальная республика, там американские войска, американские атомные бомбы. Как она может ответить? Может ли вообще ответить? А вы помните, как они навязывали страх, когда была корона?
А они говорили людям: вы сегодня можете выйти из дома только с 2 до 4 часов. 3 месяца тех, которым 65, не могут выходить вообще. Я не знаю, собаку гулять можно 7-15, потом возвращаться прямо домой. Значит, все команда, все по команде. Сейчас народ привык, они сейчас ждут, что им скажут. Вы сейчас должны ненавидеть Россию. Хорошо, спасибо, мы будем ненавидеть. Завтра скажут, я надеюсь, что будет завтра, или, может быть, сегодня: спасибо, достаточно, сейчас давайте жить нормально. Потому что эта Европа, она уже просыпается. Германия знает, что без России жить не может. То есть может жить, но быть такой экономической силой она не может быть. Так что уже они хотят русский газ, завтра захотят что-то другое, третье, девятое, все это развалится. Но сейчас это действительно ужасно, что они делают. И будут, я думаю, это им будет стыдно за это. Как вы видите, давайте в заключение, у нас прям пару минут осталось. Оптимизма какого-нибудь хочется добавить, Любенко. Тем более вы это умеете так здорово делать. Будущее России и Сербии. Прекрасно же. Я думаю, да, конечно. И будущее, самое важное, что они будут вместе. Вы знаете, я думаю, что это, конечно, и России приятно, но нам очень важно. Намного больше, мы маленькая страна. Без России нам будет очень-очень тяжело. И я горжусь этим, что мы сейчас это знаем, и что мы просто друзья, действительно друзья России. Вся Сербия, она такая. Даже если бы, что я вообще не верю и думаю, что никогда не случится, даже если бы кто-то решил вводить санкции России, этот народ это не позволит. Ну и мы, в свою очередь, у меня тоже есть мечта. благодарны. Да, Трофим. А у меня есть мечта, чтобы Сербия в итоге вернула себе Косово, объединилась с Черногорией.